Привет, 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 песеры, с вами Морж. Вы просили меня сделать прокачку эпиков, которые мы могли получить на халяву. Собственно, я вас услышал, собственно, я это и делаю. По одному эпику мы уже получили, по второму эпику мы получим, когда выполним все задания сезонного квеста, так сказать. Ждем, когда появится следующий. Я надеюсь, что все уже с этим разобрались и вопросов никаких не возникает. Просто ждем, когда появятся следующие цели. Проблем никаких. Обязательно читаем условия ивентов. Реально, ребята, это очень сильно помогает в игре. Второе, что хочется сказать, все больше и больше людей попадают вроде как на меня в Телеграме, я выступаю там то гарантом сделки, то продаю аккаунт, короче, много фейков расплодилось, ребят, будьте аккуратней, ссылка на меня, конкретного меня, только под видео в описании, под видео в закрепленном комментарии, так вы точно можете выйти на мой Телеграм и хотя бы спросить, может, ты сейчас сделку проводишь, ну и в принципе хочу сказать, что, ребят, я не продаю аккаунты, я не выступаю гарантом, я не зову гарантов, если провожу какую-то свою сделку, потому что, блин, я сам гарант, 10-кратный гарант. Типа, кто, кроме меня, может еще сильнее сделку сделать официальной. Поэтому будьте аккуратней, ваши деньги — это ваши деньги. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. В общем, вы это все знаете. Просто относитесь аккуратнее, относитесь внимательнее, и все у вас будет хорошо. Ну, я хочу извиниться, звук может быть не совсем хороший, ребят, я на отдыхе, микрофон USB-шный, ноутбук, а не мой стационарный компьютер, поэтому пишу вот в таких условиях. Ладно, переходим, собственно, к эпикам, хотя, естественно, забыл сказать про рекламу, пишешь мне в в Телеграме, если тебе нужен донат с российской карты на мобилочку, с этим я тебе могу помочь. Рубль падает, к сожалению, да, цены не самые вкусные, но тем не менее... Таким образом это можно сделать, по-другому у вас это сделать не получится. Итак, кого я буду сегодня качать? Не всех ребят я отсюда выделил из этого пака. По вратарям автоматическая прокачка, и вообще не парьтесь. Значит, поговорим мы о Амбразине, Донадоне, Луише Фиго, Берге, Хаби Алонсо, Гвардиоле, Сколзе и Дрогбе. Нахожусь я на сайте eFootball Hub, тоже каждый раз это приходится повторять, все равно вопросы, может, где ты все это дело смотришь. Ладно, с Амбразини начнем, 94 на максимальном рейтинге, на позиции опорник. Смотрим сразу на другие его позиции, ну и видим, что опорник для него позиция самая оптимальная. Значит, по автоматической прокачке 12 в защиту, да, достаточно дорого, но зато защита хотя бы в зеленой зоне, 4 корпус, 8 скорость, сила удара, выносливость хорошо, 4 ускорения, понятно, 4 дрибла, но дриблы, да, с дриблой у него вообще беда-печаль, и 8 в пас, ничего в удары, ну, удары смысла нет. В принципе, с автоматической прокачкой я здесь согласен, по навыкам игра головой, дальние удары, пас на ход, низкий пас навесом, опекун, перехват, способности капитана, боевой дух, блокировщик, подкат. Все защитные навыки у него есть, не зря 12 брошено в защиту, добавлял бы я пас в разрез, пас в касание, так, дальние удары у него есть, ну, сложные дальние удары можно добавить, конечно же, всякие дальние подкрутки, оно абсолютно ему не нужно. Слепой пас, ну, по желанию, так сказать, если у вас есть лишние навыки. Амбразини у нас одна карточка в игре, появился он относительно недавно, ну, достаточно проходной игрок. Да, стиль якорь, кстати, работает только на опорно-полузащитнике. Можете опять песеры с IQ 300+, написать мне, на центральном полузащитнике он тоже работает. Да-да-да, работает. Угомонитесь уже. Донадоне. 94-я его карточка, тоже недавно у нас появился в игре, значит, стиль продуктивный вингер. Тут от этого мы отталкиваемся. Мы видим, что на правом полузащитнике и левом полузащитнике он 82-й на первом уровне, а на правом нападающем и левом нападающем 81-й. Но продуктивный вингер на ППЗ и ЛПЗ не работает, поэтому все-таки лучше качать его под вингера. Автоматическая прокачка, 4 в удары. Ну, хорошая подкрутка у него, да, но реализация, конечно, ой-ой-ой. Пасов практически нет, дрибла хорошая, 12 аж в дриблу, 8 в ускорении. 9 в ускорение даже, 8 в скорость, 1 в защиту, сразу снимаем, нам это не надо, ну для него это бесполезно, лучше этот один стат потом, не знаю, в стиле вкинуть. Корпус, ну прыжок у него есть кое-какой, но при этом корпуса игра головой нет. Тут как бы все очень сильно упорото в дриблу. И по сути, пас... Он такой вроде как универсальный, то есть он и реализатор такой средняковый, и распасовщик средняковый. Я бы на самом деле, наверное, ему дриблинг опускал на 8, ускорение тоже пока бы опустил на 8, 16 статов, это достаточно много. То есть мы можем вытянуть пас в зеленую зону полностью, и мы можем вытянуть еще и удар в зеленую зону. Ну, нет, до зеленой зоны немножечко не хватит, да. При этом он получится 93-й, а не 94-й, но с вменяемым пасом, реализацией 77, умением атаковать 77, дрибла более-менее...
Скорость ускорения тоже более-менее. Мне кажется, так вот он будет смотреться немножко универсальней. Ну, то есть, да, я больше прокачал его как правого полузащитника, но при этом он будет на позиции правого нападающего. По навыкам: обводка двойным касанием, проброс между ног с разворота, подыгрыш пятка, ведение подошвой, сложные дальние удары, просто дальние удары, пас касания, пас разрез, точность подачи, подкрутка шведкой. Само собой, боевой дух, само собой, пас на ход, низкий пас навесом в принципе можно, точность подачи в принципе можно, дальние подкрутки must have, подкрутка 88, поэтому дальние подкрутки для него будут прям хороши. Подкрутка шведкой must have, слабая нога у него 3, и точность слабой ноги тоже 3, поэтому подкрутка шведкой тоже ему максимально залетит. Вот так бы я его прокачивал. Фигу, Луишечка, 96-я аж карта у нас от мадридского Реала. Значит, опять же, вот он больше, смотрите, атакующий полузащитник 84, левый, правый 84. Но опять же, стиль продуктивный вингер, который там работать не будет, поэтому качаем его под крайнего нападающего. Снова до хренища сразу улетает в дриблу, опускаем до 8. 4 в удары, кстати, реализация у него чуть получше. Пас у него сразу неплохой есть. Ускорение ок, выносливость ок. Так, защиту здесь ничего не кинули. Так, значит, можем либо увеличить ему реализацию, сделать его атакером, либо увеличить ему еще пас. Я бы, наверное, на 2 поднял бы ему удары, то есть загнал бы реализацию в зеленую зону и подкрутку 85 бы сделал. Кстати, штрафные 78. По-моему, Фигу достаточно неплохо бил штрафные. Ну, может, я что-то путаю. И на 4 поднимал бы ему пасы до 86-88. Опять же, получается, он у меня 95-й, не 96-й, как при автоматической прокачке. Но с очень хорошим пасом, отличной подкруткой и реализацией в зеленой зоне. Вот, как по мне, так он интересней. По навыкам: ножницы, марсельская рулетка, проброс между ног с разворота, ведение подошвой, сложные дальние удары, удар без подработки, пас касания, пас на ход, точность подачи, подкрутка шведкой. Ну, в принципе, да, у него хреновая слабая нога, поэтому подкрутка шведкой must have. Дальние подкрутки тоже ловим ему. Пас в разрез ловим. Низкий пас навесом ловим. Боевой дух ловим. Просто дальние удары ловим. В принципе, остальное у него все есть. Берг. 97-я аж карточка у него. Позиция оттянутый форвард. Ну, в принципе, и по правому углу мы видим, что именно на оттянутом форварде он более-менее себя будет чувствовать. Стиль креативный плеймейкер, то есть ОФ, АПЗ, это вот прям для него. Давайте смотреть на автомат. 8 в удары. Хорошая реализация, подкрутка присутствует. 4 в пас. Я пас буду делать больше явно. 10 в дриблинг, контроль мяча аж 98. Не-не-не, ребят, это дорого. 8 в дриблинг оставляем, нам нужны лишние статы. Ускорение и скорость у него беда, печаль. Баланс 80, кстати, ну, относительно на ускорение. Скорость 71, выносливость 68. Господи, он уже помирать будет просто не... Он должен стоять на месте, он должен быть классической десяткой. С такой выносливостью он должен быть классической десяткой, с места не двигаться. Ничего в корпус, ну и не надо, в защиту тоже ничего. 6 статов у нас. Можно поднять на 3 скорость, выносливость и силу удара, либо на 3 все-таки поднять пас. Мне кажется, эту выносливость уже ничем не исправить, поэтому я на 3 бы поднимал пас, загонял бы это в зеленую зону, то есть пас навесом 81, пас низом 87, и вот таким бы его оставлял. Снова я получаю на единичку меньше, чем автоматическая прокачка, но я считаю, что так будет лучше. По навыкам: сомбреро, ведение подошвой, сложные дальние удары, удары с подсечкой, дальние удары, акробатика, удар без подработки, пас касания, пас разрез, подкрутка шведкой. Боевой дух, пас на ход, в общем, тут по стандарту мы все это дело закидываем. И, кстати, я бы, в принципе, добавил ему какой-нибудь интересный финт, типа обводки двойным касанием, марсельской рулетки, или, не знаю, или финта Роналду, подсечка Роналду. Ну, я думаю, вы поняли, о чем я. Плюс дальние удары тоже бы ему добавлял, дальние подкрутки тоже бы ему добавлял. Ну, точнее, сложные. Нет, дальние удары у него есть, сложные дальние удары у него есть, да. Дальние подкрутки я бы ему добавлял. Подкрутку шведкой тоже я бы ему добавлял, потому что у него хреновейшая слабая нога. Поэтому, если будете крутить, он будет бить основной ногой, поэтому подкрутка шведкой явно ему пригодится. Сомбреро у него единственный финт. Ребят, ну вы сами понимаете, он крайне ситуативный, поэтому ему нужно что-то для хорошего обыгрыша. С дриблой у него как бы все в порядке. Скорость дриблинга 85 вполне себе пойдет. Хаби Алонсо. Очень любил я его в 21 части, а вот в 22-23, что Алонсо, что Гвардиола, к ним мы тоже, кстати, перейдем, стали очень даже неплохие. И смотрите, Алонсо имеет 84 на центральном полузащитнике. Стиль дирижер. На ЦПЗ он работает, поэтому под ЦПЗ мы его качать и будем. Значит, под ЦПЗ, да, на
опорнике он будет показывать 96, но вот по факту он будет 94, но по факту он будет 96-м центральным полузащитником. 8 в защиту, окей, ЦПЗшнику это надо. Ничего вообще, в борьбу в воздухе это будем исправлять. Ой, 8, 9 даже, в скорость, силу удара и выносливость. Ну, кроме силы удара хорошего, у него особо скорости и выносливости не завезли. Скорость вообще беда, давайте на единичку опустим, 90 силы удара оставим пока что. 4 ускорения. Ну, не знаю, но тут вообще это 62 ускорения, 67 баланс, господи. Ой, какой он деревянный, какой оловянный деревянный. И 12 в пасы просто на все деньги называется. Нет, конечно же, с пасов мы тоже снимаем, и с ударов единичку снимаем пока что. Так, пас 95... Блин, да тут реально пасы 4 оставляем, вот столько, достаточно просто, за глаза, больше нахрен не надо. 8 в дриблу, ладно, пока что пусть будет. Выравнивать надо ускорение, 4 я бы сразу, ладно, докинул в корпус, у него он в принципе есть кое-какой, поэтому немножко ему хотя бы добавим. И 20 статов у нас. По сути, здесь надо выравнивать скорость и выносливость. Для центрального полузащитника это очень важно. Но мне кажется, никаким образом ты тут ее не выровняешь. Пасы с головой, удары. Можно ему еще улучшить штрафные и подкрутку. Но в принципе 4 стата давайте вкинем, это недорого, так сказать, пусть будет. Еще 16. То есть я 2 четверки могу поднять до 8, да? Корпус, я думаю, трогать не стоит. Ускорение, я думаю, трогать стоит. Я бы хотя бы вот так вот до 8 его поднимал. И, наверное, я не знаю даже, куда здесь это приткнуться. Он как-то, ну, настолько не сбалансирован по вот этим тройкам статов, особенно вот здесь. Скорость 68, за это 90 сила удара и 78 выносливость. То есть, прям совсем хреново, средний и прям совсем хорошо. Ай, куда же эти 8 статов-то деть? В пас не надо. Еще в удар, еще лучше сделать ему удары. Ну, не знаю, если центрального полузащитника вы будете его использовать, и именно будете сдалека лупить при такой силе удара и с отличной подкруткой, вполне возможно. Вполне возможно, я бы ему загонял штрафные в 92 и подкрутку в 90. Таким образом, я получил бы вот такого игрока с великолепным пасом, великолепной подкруткой, великолепной силой удара. Да, бежать он особо не будет, но в защиту, ну, что-то уметь будет. По навыкам: дальние удары, удары с наклевом, удары по восходящей, пас касания, пас разрез, пас на ход — хорошо, точность подач — хорошо, низкий пас навесом, способности капитана и боевой дух. Финтов у него никаких нет, я думаю, и не стоит ему это добавлять. Стоит ему добавить сложные дальние удары и дальние подкрутки, стоит ему добавить подкрутку шведкой. Что бы еще я ему добавлял? Ну, наверное, защитные навыки. То есть перехват, подкат, вот это вот все дело, блокировщик. В защиту он более-менее умеет, агрессия, конечно, страдает, и защитные навыки на позиции ЦПЗ ему пригодятся. Гвардиола, аналогичный дирижер, тоже его бы кончать под центрального полузащитника, но на центрального полузащитника он не становится. Вот такие вот дела. 16 в защиту, господи, Konami, это очень дорого. Я понимаю, что у вас статы считаются от тех, которые важны именно на конкретной позиции, но это ненормально. Так, 6 борьба в воздухе. Давайте до 4 опустим. Мне как-то так легче раскидывать. Вот 4, 8, 12, 16. Ну вот так вот. 8 в скорость, силу удара хорошо оставляем. Ускорение, баланс ужаснейший просто. Ускорение 74, дрибла 4. Пас 8. Мы тут просто опять будем не знать, куда деть статы, поэтому пас 8 оставляем. И 20 статов у нас. Удары. Ладно, удары ему не трогаем, все-таки он все-таки опорник. Давайте, наверное, сделаем вот так. Увеличим борьбу в воздухе до 8. Корпус 83 вполне пойдет, 70 прыжка и 76 игры головой пойдет. Добавим вот сюда 4 стата в ускорение, то есть поднимем баланс до 66, ускорение до 78. И 2 стата вкинем в дриблу, чтобы хоть что-то он умел. Получается он 95-м. По навыкам: удары с наклевом, пас касания, пас разрез, пас на ход, подкрутка шведка, низкий пас навесом, перехват, способности капитана, боевой дух, блокировщик. Финты смысла нет. Дальние удары, сложные дальние удары в принципе добавляем. Дальние подкрутки не надо. Чтобы еще ему добавить? Перехват, блокировщик есть, подкат. Можно добавить верховое главенство, можно добавить защитные навыки, акробатический вынос. Да и все, в принципе.
Гвардиола неплох, но неплохо не более. Далее Сколс, 96-й он у нас. Опять же, обращаю внимание на правый квадратик. И видим, что как атакующий полузащитник он 84 на первом уровне, а не 82. На самом деле, под АПЗ я бы его качал, несмотря на стиль дирижер. Сколс обладает отличным ударом, хорошим пасом изначально, поэтому я считаю, что АПЗ, пусть он играет без стиля, но там он будет смотреться сочнее. Делаем максимальную прокачку на автомате, 98, видим, как атакующий полузащитник. Так, что здесь у нас накидали? Защиты, ничего. В принципе, смотрите, для центрального полузащитника вот ничего сейчас не вкинуто в защиту. Да, хорошая агрессия, но 55-56 умение защищаться и подкаты, ну, типа, это ничем не выправить на позиции центрального полузащитника. Корпус, в принципе, никакого у него корпуса нет, сюда ничего не вкинуто. 8 силы удара, ладно, пойдет. 8 ускорения пойдет, 12 в дриблу, окей. 12 в пасы. Вот здесь бы я опускал до 8. 89 пас низом и 92 пас навесом за глаза. 4 в удары. У нас 12 статов, но вот куда их вкидывать? Куда их вкидывать? Если это у нас атакующий полузащитник, я бы, наверное, увеличивал ему ускорение, баланс и умение атаковать. Как раз на 3. А не, на 4 даже получилось бы увеличить. Вот таким вот образом. Получается у меня точно так же 98-й АПЗшник номинально, да, с неплохим ускорением, великолепной силой удара, хорошим пасом, с дриблой тоже более-менее дружит. По навыкам игра головой, дальние удары, удар подъема, удар по восходящей, удар без подработки, пас касания, пас на ход, точность подач, низкий пас навесом, боевой дух. Естественно, пас касания, пас на ход есть, пас разрез добавляем, слепой пас добавляем его какой-нибудь финт, типа обводки двойным касанием, Марсельки или финта Роналду. Они просто самые простые и самые эффективные на самом-то деле. Так, удар без подработки есть. Да и в принципе все. Ему больше особо ничего не надо. Один неплохой финт. Сложные дальние удары, да, конечно. Дальние подкрутки, ну, наверное, нет. Подкрутка шведкой тоже, ну, наверное, нет. Подкрутка 76 все-таки такое себе. И, в принципе, все, у вас хорошая карточка на позиции атакующий полузащитник. Ну и последний, вождь Дрогба. 97 на максимальном уровне, и кроме центрального нападающего он никем быть не может. Так, 4 в корпус, да, тут обоснованно, но я, наверное, буду вкидывать больше. Вот на самом деле 12 в ускорение. Типа, с одной стороны, да, классно, умение атаковать 96, с другой стороны, но это до хрена. 92 умение атаковать, это уже за глаза. А ускорение и баланс тут все равно мы не выровняем, поэтому уберем. 4 в дриблу, дрибла печаль, пасы вообще лучше просто к ним не прикасаться. 8 в удары. Я бы на самом деле вот так вот делал. Делал ему 93 корпуса, 92 игра головой, и просто вешал бы на дрогбу. И все, в принципе, больше я бы не занимался ничем. Пробежал по флангу, навесил на дрогбу. Ну и 2 стата. Типа 4 можно вкинуть в пас. Толку? Пад как был говном, так и остался говном. Либо 2 можно вкинуть дриблу, хоть немножечко ее выровнять. Я бы на самом деле в дриблинг и вкидывал. Вот такой дрогба у меня получается. То есть классное умение атаковать, классная игра головой, отличная сила удара, отличный прыжок, отличный корпус. Больше не умеет ни хрена. В общем-то. По навыкам есть ножницы, игра головой, дальние удары, удар без подработки, пас касания, рабона, хитрость, способности капитана, боевой дух и верховое главенство. Причем верховое главенство это защитный навык, на самом-то деле. Раньше у него, по-моему, вообще акробатический вынос был. Ну, там, за какой-то матч, короче, где он отыграл в защите, там в каких-то моментах ему дали карточку, и там был акробатический вынос. Ну, в общем, прикольно. Кстати, акробатику бы я ему добавил, просто обычную акробатику. Финты, само собой, нет. Сложные дальние удары, пожалуй. Пас касания, ну, пас разрез, пас на ход можно добавлять, хотя при таких умениях паса, сами понимаете, ну, хоть каким-то образом мы это будем вытаскивать. Что еще? Игра головой есть, дальние удары, удар без подработки. Ну, можно вот эти всякие, типа, удар по восходящей, ну и так далее. Просто, чтобы поинтереснее он как-то бил. Сила удара позволяет, умение атаковать позволяет. Больше я, наверное, не добавлял бы ничего. Вот такие по прокачке, ребята, у меня получились. Да, затронул я не всех, но я затронул, как мне кажется, самых интересных отсюда. Повторюсь, вратарей можно спокойно качать на автоматической прокачке, никаких проблем с этим не будет. Ну и... Пиши в комментариях, будешь пользоваться моими советами, не будешь пользоваться моими советами. С удовольствием все это дело почитаю. Если нужен донат, пиши мне в личку в Телеграме. И, ребят, не ведитесь на мои фейки, лучше перепроверяйте. Потому что ваши деньги это ваши заботы, так сказать. Никто, кроме вас, не проконтролирует, за ручку вас не проведет, поэтому просто будьте внимательней. На этом прощаюсь. Как всегда, Морж, как всегда, пока-пока.